Привет, друзья! Сегодня я приготовлю открытый песочный пирог со шпинатом и сыром. Называется французский киш. Этот пирог очень вкусен, как отдельное блюдо, даже с чаем. Для приготовления я использую свежие листья шпината. Понадобится 3 больших пучка. У меня они растут в своем саду. Вы можете купить замороженный или свежий, если это лето. Шпинат я хорошо промываю проточной водой от пыли и кусочков грязи. Он должен быть очень-очень чистым. Теперь пора измельчить шпинат как можно мельче. Примерно вот так. Да, стебли мы не обрезаем, мы обязательно их используем. Они нежные и вкусные. Получается вот такая большая кучка листьев шпината. На разогретую сковородку я выкладываю 1 столовую ложку с горкой кокосового масла. И сразу же весь шпинат. Это будет полная глубокая сковородка с горкой. Однако вы можете использовать для этих целей толстодонную кастрюлечку. Накрываю крышкой и тушу шпинат 5 минут. Смотрите, шпинат вдвое уменьшился. Пора его перемешать. Тушу шпинат еще 2 минуты, также на большом огне. Смотрите, шпинат уменьшился еще вдвое. Теперь пора его посолить по вкусу. У меня это пол чайных ложки соли. Добавляем любимые специи. У меня это асафетидочка. Можно добавить черный перчик и все, что душе угодно. Перемешиваю. Накрываю крышкой и тушу еще 1 минуточку, чтобы шпинат пропитался солью и специями. Шпинат приготовился. Но на дне у него водичка, которая нам совсем не нужна, чтобы пирог не был мокрым. Водичку нужно слить в отдельную емкость. Вы можете выпить ее. Она очень вкусная и полезная. Итак, начинка почти готова. Теперь пора добавить немного тертого сыра, любой, какой вы любите. Это может быть тофу, плавленый сыр, пармезан, все что угодно. Чем больше, тем будет вкуснее. Ну вот, начинка готова. Пора заняться песочным коржом. Для приготовления я сегодня использую муку без глютена. Хорошо ее просеиваю. Добавляю растительное масло. Солю. Делаю небольшое углубление для соды. Соду непременно гашу яблочным уксусом. Можно использовать сок лимона. И хорошо перетираю в крошку песочное тесто. Добавляю водичку. У меня ушло примерно 100 мл. Или смотрите на глаз. Главное, чтобы получилось нежное, мягкое тесто. Не сильно жидкое, но и не густое, плотное. Заранее приготовленную форму для выпекания я смазываю кокосовым маслом. Тесто распределяю по всему дну, так, чтобы получилась лодочка с загнутыми краями. Эти края буду держать шпинат, чтобы он не вытекал. И выкладываю начиночку полностью в форму. Начинка получилась нежная, сочная и ароматная. Очень вкусно пахнет сыром и шпинатом. Равномерно распределяю. Вот такая красота получается. Загляденье. Яркий, красочный летний открытый пирог. Пора ставить его в духовочку. Запекаю открытый песочный пирог киш я 35-40 минут на 180 градусах. Мой пирог готов. Пирог получился румяный, красивый и такой летний. Признаюсь вам, это мой самый любимый летний пирог. Песочное тесто очень сочетается с нежным шпинатом, сыром и ароматными специями. Приятного аппетита, друзья! До новых встреч! Подписывайтесь на наш канал.